События, о которых пойдет речь в этом видео, произошли в столице Великобритании. 19 июля 2017 года в одну из больниц на юго-западе Лондона поступила 20-летняя девушка. Ей требовалась срочная медицинская помощь и зарезанные раны в области шеи. Но, как оказалось, серьезное повреждение было для этой девушки не самым страшным. Она попросила врачей позвонить в полицию, и когда те приехали, рассказала им историю, о которой вскоре стали говорить по всей стране. Когда медики оказали пострадавшей помощь, они позволили полицейским поговорить с ней. Девушка сообщила служителям закона, что она, а также ее знакомая были похищены. По ее словам, их привезли в какой-то дом, где обеих силой заставили вступить в интимную близость. А после того, как преступник получил все, что хотел, он решил от них избавиться. И если она осталась жива, то ее знакомой, к сожалению, повезло меньше. Вскоре дом, на который указала потерпевшая, был оцеплен полицией. Войдя внутрь этого дома, на первом этаже офицеры увидели морозильный ларь. Красные пятна и разводы на нем, а также рядом с ним давали понять, что он используется отнюдь не для хранения продуктов питания. Сорвав навесной замок и открыв крышку, полицейские увидели женское тело, лежащее внутри. Дальнейший осмотр дома показал, что в нем больше никого нет и что преступник, по всей видимости, пустился в бега. 20-летняя Селин Дукран была объявлена мертвой на месте происшествия. Причиной ее смерти стала резаная рана в области шеи. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы было подтверждено, что перед смертью над девушкой надругались. На ее теле эксперты нашли образцы мужской ДНК. Селин родилась в Лондоне в 1997 году. Она была старшим из 3 детей у своих родителей. На момент смерти девушка работала в одном из столичных банков, а также обучалась профессии визажиста. Дом, в котором произошла расправа, по разным оценкам стоил около 1,5 миллиона фунтов стерлингов, и, как выяснилось, собственники не имели к преступлению никакого отношения. Уполномоченные органы предоставили владельцам недвижимости разрешение на перепланировку, и они хотели превратить этот дом с 6 спальнями в 2 домовладения с отдельными входами. Ключи от дома были переданы строительной компании, и на время проведения всех необходимых работ владельцы переехали в другое жилье. Это сразу же наводило на мысль, что в преступлении был замешан тот, кто имел какое-то отношение к нанятой строительной компании. Женщина, живущая по соседству, рассказала, что слышала громкий стук и то, как кто-то бежал по гравийной дорожке, но она не придала этому значения до тех пор, пока улицу не заполонили полицейские. Главный детектив-инспектор Саманта Прайс, руководившая расследованием, заявила, что полиция делает все возможное, чтобы полностью выяснить все обстоятельства этого подлого нападения, а также попросила всех, у кого есть информация по делу, сообщить об этом. Ключевым свидетелем стала девушка, которой удалось остаться в живых. Она попросила о неприкосновенности личной жизни, и ее имя никогда не озвучивалось полицией. Эта девушка еще в больнице сообщила полицейским, что человек, совершивший преступление, был знаком и с ней, и с Селин Дукран. Она назвала его имя полицейским, которые сразу же объявили мужчину в розыск. Также она сообщила, что в похищении был задействован еще один неизвестный ей мужчина, чье лицо было скрыто под маской. Этот мужчина, по ее словам, участвовал только в похищении и ко всему, что произошло после него, отношения не имел. Лондон входит в число городов-лидеров по количеству установленных камер видеонаблюдения. Восстанавливая хронологию событий, предшествующих преступлению, полиция заполучила записи с камер, которые дают более ясное представление о произошедшем. Прежде чем я назову имя преступника, давайте посмотрим некоторые из обнародованных полицией записей. Первая запись позволяет понять, что преступник готовился к содеянному заранее. Здесь можно увидеть, как на своем синем пикапе
Он везет морозильный ларь в дом, куда через 2 дня привезет похищенных им девушек. Следующая видеозапись сделана утром в день похищения. Как заявила полиция, в тот момент, когда синий пикап попал в поле зрения камеры, в его багажном отсеке уже находились связанные девушки. Видно, как мужчина выходит из автомобиля и проверяет, надежно ли закрыта крышка. Итак, полиции стало известно, что человек, которого они разыскивают, это 33-летний Муджахид Аршид. Именно ему были переданы ключи от дома, в котором он должен был делать ремонт, но вместо этого совершил преступление. Когда Аршид привез девушек в дом, он поочередно над ними надругался. Несмотря на то, что все трое были знакомы друг с другом, мольбы девушек о пощаде ни к чему не привели. Мужчина хладнокровно расправился с Селин, после чего поместил ее тело в морозильный ларь. Вторая девушка поняла, что мольбы о пощаде не помогут, и решила действовать по-другому. Когда Аршид схватил ее и попытался лишить жизни, она стала говорить, что любит его и хочет сбежать вместе с ним, что никому не расскажет о случившемся, что хочет создать с ним семью, и в целом говорила то, что он, по ее мнению, хотел услышать. И это сработало, мужчина поверил ей и остановился. Решив оставить девушку в живых, Аршид взял ее и поехал на встречу с братом, которому сообщил, что они собираются сбежать вместе. Но его брат, видя состояние девушки, а именно то, что она находится при смерти, отвез ее в больницу Святого Георгия, где она попросила врачей вызвать полицию. Сам же Аршид, подозревая, к чему все идет, решил пуститься в бега. Он заехал к себе домой, где собрал вещи, взял документы и сказал своей жене, которая в это время была дома, что ему нужно уехать. Затем он на автомобиле отправился на железнодорожную станцию Нью-Малден, что на юге Лондона. Бросив машину рядом со станцией, Аршид на поезде поехал в Фолкстон. Это примерно в 120 километрах от Лондона. В Фолкстоне его запечатлела камера на заправочной станции, куда он зашел, чтобы что-то купить. Далее, покинув заправку, он направился в ближайший отель. Аршид планировал покинуть страну и для этого собирался на пароме переправиться через Ла-Манш на территорию Франции, но сделать этого не успел. Полицейские арестовали его в отеле, где он остановился. При себе у него были кошельки с документами девушек, ключи от замка, который висел на морозильной камере, а также телефон Селин. После ареста Аршид был доставлен в Лондон, где ему предъявили обвинение. В смерти Селин, которая сама по себе является прискорбным событием, есть еще одна важная и шокирующая деталь. Девушка встречалась с парнем, за которого собиралась выйти замуж, но родители не одобряли ее выбор и хотели, чтобы Селин с ним рассталась. На этой почве между девушкой и ее родителями произошел конфликт. За несколько недель до своей смерти она собрала вещи и переехала из родительского дома в дом своих тети и дяди. Селин была племянницей человека, который надругался над ней, а затем лишил жизни. На этой записи запечатлен момент, как Аршид, дождавшись, пока его жена уйдет на работу, похитил свою племянницу Селин из собственного дома. Также следует отметить, что вторая девушка, имя которой никогда не называлось, и которая даже на суде будет давать показания, скрываясь за ширмой, тоже жила в доме Аршида и была похищена вместе с Селин. К
Кем она ему приходится, остается только гадать, но и в ее случае есть подробности, которые вызывают массу вопросов. Так, из заявлений полиции следует, что Аршид надругался над ней еще в 2011 году, когда ей было всего 13. Девочка рассказала об этом родителям. На семейном собрании Аршид все отрицал, и дело едва не дошло до поножовщины. Кто-то вызвал полицию, и когда полицейские приехали, никто из родственников девочки не рассказал, из-за чего возник конфликт. В итоге родные поверили не девочке, а Аршиду, и, как теперь заявляла полиция, он принуждал ее к интимной близости каждый раз, как она появлялась в его доме, говоря при этом, что это нормально. Почему, несмотря на все это, уже будучи 20-летней девушкой, она жила в доме Аршида, по крайней мере на момент своего похищения, остается неясным. Но исходя из всего вышеперечисленного, напрашивается вывод, что выжившая девушка, так же как и Селин, могла состоять с преступником в родственной связи. Стало известно, что когда Аршид погрузил девушек в свой пикап, он собрал их вещи, намереваясь потом выставить все так, будто они сами сбежали из дома. Но при этом он спрятал нижнее белье девушек у себя в комнате. В ходе расследования полицейские еще раз убедились, что Аршид заранее готовился к преступлению. Изучив историю его интернет-поиска, детективы обнаружили, что мужчина фанател от Джона Джорджа Хэя, английского серийника, на счету которого 6 жертв. Хэя, который избавлялся от тел своих жертв с помощью концентрированной серной кислоты, повесили в августе 1949 года. Аршид читал статьи о серной кислоте, но ее в магазине не купишь, и поэтому он остановился на морозильной камере. Также стало известно, что за 3 года до преступления Аршид уже попадал в поле зрения полиции. Дело в том, что в 2014 году на одном из тематических форумов для взрослых он начал переписываться с человеком, который оказался полицейским под прикрытием. По крайней мере, именно так его назвали сами полицейские. Так вот, Аршид отправил этому полицейскому фотографию Селин и спросил, хотел бы он эту девственницу. Когда полицейский поинтересовался о том, кто изображен на фото, Аршид ответил, что это его 17-летняя девушка, которую он держит до нужного момента. Также он написал, что такие как она заслуживают, чтобы их брали силой. После таких заявлений мужчину вызвали в полицию, где он заявил, что переписку вел не он, а человек, который на него работал. В итоге никаких действий со стороны полиции предпринято не было. В качестве сообщника Аршида полицией был арестован 28-летний Винсент Тапу, которому за несколько дней до преступления Аршид перевел некую сумму денег. Но в ходе судебного разбирательства присяжные признали его невиновным, потому что кроме получения денег предъявить ему было нечего. На сегодняшний день остается неясным, кто был сообщником Аршида и был ли он вообще. Суд над Аршидом состоялся в феврале 2018 года. Несмотря на множество улик, свидетельствующих против него, включая отпечатки пальцев на месте преступления и его ДНК на теле жертвы, он своей вины не признал. Более того, Аршид устроил спектакль на суде и заявил, что Селин лишил жизни не он, а вторая девушка, которая в итоге осталась жива. Он утверждал, что обе девушки отчаянно хотели вступить с ним в близость, и когда он потворствовал им обеим, выжившая девушка настолько обезумела от ревности, что лишила жизни Селин. Но все его попытки перенести ответственность за смерть Селин на вторую девушку не произвели впечатления на присяжных, которые в итоге признали мужчину виновным по всем пунктам обвинения. По совокупности предъявленных ему обвинений, Аршид был приговорен к пожизненному лишению свободы с минимальным сроком заключения 40 лет. Это означает, что через 40 лет у него появится право просить о досрочном освобождении. После оглашения приговора Аршид продолжал кричать, что выжившая девушка не так проста, как всем кажется, и что он это докажет.